Привет! Вечером 14 января в России произошло очередное знаковое событие. Благодаря тупорылому командованию и лучшей в мире ПВО воздушно-космические силы потеряли два очень ценных борта, имеющих крайне важное значение для хода СВО. Над акваторией Азовского моря был сбит самолет дальнего радиолокационного определения А-50, стоимость которого составляет $330 миллионов. В России на сегодня осталось всего 7 таких самолетов после того, как белорусские герои вывели из строя одну единицу в мочулищах под Минском в феврале прошлого года. Белорусы задали позитивный тренд, ВСУ успешно перехватило, будем ждать новых приятных новостей. Военные эксперты сходятся во мнении, что оказывается А-50 мог быть сбит не только белорусами, но и системами ПВО «Патриот», а также другим комплексом, причем как с земли, так и с воздуха. Не исключено, что были использованы разные системы. Россия в связи с введенными санкциями на импорт военных технологий не может производить такие самолеты. Более того, очень сомнительно, что оставшиеся 7 самолетов находятся в рабочем состоянии. А если и готовы, то не в полном объеме. Второй подбитый самолет – это Ил-22М, так называемый летающий командный пункт, с помощью которого можно управлять войсками. Естественно, что признать единовременную потерю двух бортов – удар ниже пояса для Минобороны, которая не устает позориться с момента начала СВО. ВСУ уничтожили два бесценных самолета вечером 14 января. Это позор для второй армии мира и приговор для инженера Шойгу, назначающего на высокие должности, по всей видимости, алкоголиков и деградантов, которые управляют войсками в духе гражданской войны в России после распада империи. У Украины, несмотря на все ее проблемы, есть свой ВПК, и он развивается. Россия же клянчит дроны у Ирана и ржавые снаряды у Северной Кореи. Однако уничтожение двух бортов в глубоком тылу военными той самой страны, с государственностью которой планировали покончить за 3 дня. Это полная профнепригодность так называемых военных из космических сил России. С каждым месяцем СВО Украина получает все лучшее оружие, ее личные разработки и западные образцы. Россия же достает со складов ржавые танки с украденными прицелами и пытается научить воевать этой рухлядью алкоголиков из Сыктывкара, либо зэков-каннибалов из Белого Лебедя, что в Пермском крае. Российская армия превратилась в разномастный сброд, уничтожающий прежде всего самого себя. Россия не сможет в обозримом будущем производить А-50, однако всегда есть выход – обратиться к стратегическому союзнику Северной Кореи. А вдруг товарищ Ким достанет из закромов пару-тройку таких самолетов, да и передаст тому, что всех переиграл. Правда, неясно в обмен на что. Минобороны не называют виновных, потому что боится позора. Потеря этих самолетов – потеря имиджа и лица России, которая никогда еще не была настолько слаба. Путин уничтожил очень многое, но самое важное, что он уничтожил будущее России. Теперь РФ обречена медленно дичать на просторах Сибири, ведя продуктивный диалог с Северной Кореей. Не Путиным единым, что называется, живут на России. Александр Дугин призвал россиян умирать в зоне СВО, воюя против Запада. На фоне больших потерь и уменьшения желающих воевать пропагандисты усиливают призывы к россиянам умирать на войне с Украиной. Сами при этом получают огромные гонорары, позволяющие приобретать виллы стоимостью более 7 миллионов евро, одну из которых мы посетили пару недель назад и сделали обзор. О том, как изменилась известная вилла Соловьева в Италии после ареста, как она выглядит сейчас, а также другие интересные подробности можете увидеть на новом канале Хатки. Ссылку оставлю здесь и в описании. Россия теряет очень много людей, она изолирована от Запада и комплексно слабеет технологически, демографически и социально. В отупении населения ключевую роль сыграли пропагандисты типа Соловьева. В перспективе можно однозначно сказать, что СВО стало началом краха России. Желающих умирать в бессмысленной войне за чужие интересы на чужой территории становится все меньше. Властям России приходится придумывать все новые способы привлечения граждан-иммигрантов на военную службу. Ждем, когда сформируют взвод пропагандистов. Эти уж точно должны показать свою преданность диктаторам. Не только на словах и на камеру, но и на деле. Генерал Соловьев – командир взвода. Ефрейтор Озаренок – командир отделения. Симоньян же чем будет заниматься, вы поняли. С целью пополнить стремительно пустеющие окопы власть
власти начали практиковать отлов мигрантов на улице и приняли закон о предоставлении гражданства РФ мигрантам, подписавшим контракт с Министерством обороны России. Распространяются случаи насильственного удержания в военкомате, где принуждают к подписанию контракта для участия в войне с Украиной. Почему вместо иммиграции или в крайнем случае нескольких лет в тюрьме русский выбирает самоубийство, непонятно. Депутат Госдумы РФ генерал Гурулев заявил, что российская армия не может перейти в большое наступление в Украине, пока не уничтожит всю украинскую артиллерию, ПВО, а также не научится преодолевать оборонные заграждения. Чекист-президент, военный в парламенте. Россияне думали, что эти люди будут заботиться о благосостоянии народа, о детях, о здравоохранении. Имперский реваншизм правит Россией. Профессию белорусского хитрозачеса все помним, и поскольку идеологию свою он так и не придумал, назовем это конъюнктурный колхозный сюрреализм. За 3 месяца активного наступления на Украине российская армия почти не продвинулась на своих основных направлениях. Более того, она потеряла огромное количество людей и техники, переплюнув даже свое прошлогоднее провальное наступление на Угледар. В марте в России президентские выборы, а значит, несмотря на тяжелые потери, российская армия продолжит мясные штурмы. Количество потерь армии РФ продолжает расти с ужасной динамикой. За 2023 год погибло более 300 тысяч российских солдат, а в 2024 общее количество убитыми и ранеными достигнет 500 тысяч. С начала зимнего наступления российская армия теряет максимальное с начала СВО количество солдат – около 25 тысяч в месяц. Таким образом, Путин рекордными темпами уменьшает количество своего электората. Что тут сказать? Верной дорогой идут товарищи. Участились случаи, когда российские солдаты бегут из военных частей из-за страха погибнуть на поле боя в Украине. В 2023 году российским военкоматам насильно и добровольно-принудительно удалось поставить под ружье 130 тысяч граждан. Для России это рекорд. Факты массового отказа солдат на передовой выполнять приказы начальства тщательно скрываются российским командованием. Среди главных причин – отсутствие подготовки, мотивации и большие потери. Уровень дезертирства в российской армии действительно вырос в 5 раз. Главная причина дезертирства – это сами боевые действия, потому что они происходят с очень большими потерями. Российское командование требует еще и еще резервов. Генералы в России не привыкли беречь солдат, и 2023 год не стал исключением. Нехватка человеческого ресурса – одна из серьезнейших проблем российской армии, ведь с начала СВО РФ потеряла до 90% личного состава. Чекист намерен и дальше продолжать СВО. Госдума РФ расширила границы призывного возраста, и нормы нового закона вступили в силу с 1 января 2024 года. Для преступников у власти нет пути назад, а поэтому не существует такого понятия, как неприемлемые потери. КГБшник персонально абсолютно нечувствителен к гибели своих сограждан. Его это совершенно не интересует и не тревожит. Из-за аномальных морозов по всей территории РФ значительно участились аварийные ситуации в коммунальной сфере. При этом власти демонстрируют полную неспособность справиться с ними. Вот это новость, скажете вы, и будете абсолютно правы. Вполне ожидаемо, что в коммунальной сфере РФ наступил настоящий коллапс. Из-за тотальной изношенности большинства коммуникаций аварии на объектах коммунальной инфраструктуры растут с лавинообразной скоростью. Денег на их ликвидацию не хватает, а власти, занятые войной, бездействуют. Эпицентром коллапса оказалось Подмосковье. Резкое ухудшение погодных условий обещает сделать наступивший 2024 год годом катастроф в коммунальной сфере, за что, как говорится, боролись. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что президент РФ Владимир Путин распорядился национализировать патронный завод, по вине которого город Подольск остался без отопления. В то же время проблема с отоплением в России до сих пор не решена. Фонд национального благосостояния потратил половину доступных денег на СВО, часть которых было бы логичнее вложить в модернизацию ЖКХ. ЖКХ в России традиционно является одним из наиболее проблемных секторов экономики. Неэффективное управление и коррупция приводят к тому, что коммунальные сети находятся в плохом состоянии и постоянно выходят из строя. Проблема с отоплением в России полностью не решена до сих пор. Местные власти отчитываются только раздачей волонтерами
кроме нескольких тысяч одеял и обогревателей жителям замерзающих городов и поселков. За последний месяц в России произошло как минимум 8 крупных коммунальных аварий, в результате которых десятки тысяч человек остались без тепла. За первую неделю 2024 года жители 19 регионов России остались без отопления в морозы. Во многих городах причиной аварий является изношенность инфраструктуры, сетей, коммуникаций и так далее, плохая подготовка муниципалитетов к зиме и коррупция в сфере ЖКХ. Еще в 2021 году износ коммунальной инфраструктуры в России настоящего превысил 70%. Критическое состояние российского ЖКХ следует рассматривать как часть более масштабного системного кризиса в РФ. Из-за коррупции и раздутых военных расходов у России не хватает средств на ежегодную проверку изношенных коммуникаций ЖКХ. Так как денег в бюджете больше на это выделять не планирует, то ожидается, что ситуация ухудшится на всей территории России, а как следствие ожидаются новые отключения света и тепла. Такая же картина в ближайшем времени ожидает и белорусов, поскольку дальнейшее сближение России и Беларуси в рамках объединенного государства обяжет Лукашенко тратить все больше на армию и правоохранительные органы, забирая деньги из гражданских сфер. Секретные договоренности вынуждают Лукашенко увеличивать военный бюджет, создание всяких южных оперативных командований и содержание региональной группировки войск. Российская разруха со временем придет в каждый дом, поскольку там, где цена патрона в разы дороже, чем цена человеческой жизни, другого будущего ожидать не приходится. Готов ли Лукашенко начать войну с НАТО? Немецкое издание Bild опубликовало статью, основанную на секретном документе Министерства обороны Германии, который описывает один из возможных сценариев пути к конфликту между Россией и НАТО. Секретный документ Бундесвера «Коллективная оборона 2025» рассматривает возможный конфликт, прогнозируя сценарий событий, начиная с февраля 2024 года. Все должно начаться с объявления России очередной волны мобилизации и призыва в армию. Дополнительно не менее 200 тысяч человек. После этого Кремль начнет масштабное весеннее наступление на фоне недостаточной поддержки Украины Западом. Наступление России достигнет успеха к июню 2024 года и откинет украинскую армию назад. Россия спровоцирует агрессию против этнических российских меньшинств в Эстонии, Латвии и Литве. Далее произойдут столкновения, которые Россия использует как повод для начала масштабных учений Запад-2024, для участия в которых задействует 50 тысяч солдат на западе России и в Беларуси, начиная с сентября этого года. В октябре 2024 Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград и продолжит вооружать свой анклав пропагандистской ложью об неминуемом нападении НАТО. Тайная цель Кремля – завоевать Сувалский коридор между Беларусью и Калининградской областью России. С декабря 2024 года в районе Сувалский коридор произойдет искусственно созданный приграничный конфликт и беспорядки с многочисленными жертвами. Именно в тот момент, когда США, возможно, будут парализованы после проведенных выборов, Россия попробует использовать алгоритм вмешательства в Восточную Украину в 2014 году на территориях НАТО. Далее, в январе 2025 года должно произойти специальное заседание Совета НАТО, на котором Польша и страны Балтии проинформирует о росте угрозы со стороны России. Россия, используя пропаганду, чтобы назвать черное белым и под предлогом угрозы со стороны НАТО, в марте 2025 года перебросит дополнительные войска в Балтию, Калининград и в Беларусь. В мае 2025 года НАТО примет решение касательно мер для надежного сдерживания с целью предотвращения нападения России на Сувалский коридор со стороны Беларуси и Калининграда. В день X, согласно секретному документу Бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера. Несложно представить, что будет с российско-белорусской армией в ходе столкновений
столкновений с технологичной западной армией. И если безумный карлик с помощью своего ручного усатого питомца так и решит развязать войну с западным миром. Готов ли Лукашенко очередной раз предать свой народ и страну и начать вместе с Путиным войну против стран НАТО, а возможно и всей западной цивилизации, и принести на белорусские земли все ужасы войны, которых не было с 1945 года? Вопрос риторический. Ради последней попытки удержания у власти, безусловно, готов.